Всем привет! Я снова на льду, а значит день уже не зря прожит. Будет интересно, погнали. Сейчас вкручивал вертыш, прям при порыве оторвало петлю, и вон прям палатка по шву пошла. Надо подшить. Такой вот ветерок. Вроде как-то ее установил, вроде ее не складывает, вроде стоит. И снега на льду практически нет, чтобы ее пригрузить. Ничего, буду грузить с собой. Вроде не должно ее сорвать. Все-таки загнала погода меня в палатку. Я бы, может, и вытерпел, но вообще погода не дает снимать. Объектив залепляет снегом с дождем. Не повезло маленько с погодкой. Ветер северный, порывы до 17. Идет такой прям мощный снежок с дождем. По температуре вроде бы и тепло, но с таким ветром больно-то не ощущается. Итак, изначально цель была пройтись по береговой зоне, поискать плотву. Набурил порядка 15 лунок и наткнулся на такой пятачок интересный. Глубина на нем 4,5-5. Много лунок не стал разбуривать. Разбурил 3 лунки на этом пятаке. Вот сейчас присел на 4,5. Закормился, опустил камеру, ходит плотва, весь слой в плотве, считай, из-под льда и прям до дна стоит плотва, и ходит подлещик. Плотвичка небольшая, спортивный вариант, но для разнообразия пойдет. Вообще сегодня хотел походить, разбурить прибрежную зону, там метров до 40, до 50, изучить рельеф, насколько это возможно по силам. Но с такой погодой есть. Кого-то разыграл. Сорожка идет. О, вот она. Что-то потяжелее идет. О, и ты здесь. Я от тебя убежал, а ты здесь. Маленький. Дядь дай. Ужас. Ужасное количество рыбы собралось. На дне рыбы просто кишит. Кстати, подошел подлещик неплохой. Но не берет. Сейчас меленького взял подлещика. А ходит нормальный. Может быть, и погода не нравится. Ну, прикорм-то ест. Так что все может быть. Может, и на мормышку сейчас отзовется. Так, кого-то тащу опять. О, какая толстенькая. Такая уж пойдет прям. Ух, какая. Убрал банана. Что-то он мне не нравится сегодня. Сейчас поставлю фигурный шарик 0,6. На той стоит шар крупная грань 0,85. Буду пробовать сейчас шаром разлавливать. Плотва эту мормышку любит. Также и подлещик любит. Сорога подутихла. Видать, ходит подлещик. Брать не хочет, но и сороги не дает. Пока сейчас разыгрываю, но ни одной еще поклевки не было на шарик.
Опа, есть. Что это там? Вот она идет. Ага. Ну вот, я и говорю. Подлещик стоит. Сороги брать не дает. Ничего, пойдет такой. Мелковатый, конечно, но крупный в магазине. Крупного здесь и нету. Что-то прям подзатихло. Сейчас пока кормлю, раскачиваю. Ветер усилился. Тут шатает, качает все. Как вы, наверное, сейчас подумаете, сидел бы сейчас бы дома, да? Под теплым одеялом. Смотрел телевизор. А нафиг бы оно это все надо? Вот где интересно. Закалка. Интерес. Остановочка была, но не стала продолжать. Либо что-то неплохое подошло, брать не хочет, либо хрен его знает, что за затишье такое. Я решил покачать левую, а что-то неплохой, кстати, идет. Ух ты, прижимает как. Опа, опа. Я тебя всю зиму на середине жду. А он уж с месяц как там не клюет. О, какой. Лепешечка. Отличная лепешечка. А он уж с месяц как бастует. Стоит возле берега. Так, что я сейчас налил-то? Налил я сейчас просто ваниль. Вот, просто ваниль. Еще подумал, может, самосвал один на дно опустить с ванилью. Потом передумал, подсыпал сверху. Прям минут 5 прошло. Вот он. Хорошенький, приятненький. На левый кивочек подлиннее, и сразу игра плавнее. Вот как говорят, на подлещика нужен длинный. Что ты будешь делать-то? Что это за поклевки такие? На подлещика нужен длинный кивок, чтобы игра была плавная. Ух ты, какой подъемчик! Шарманишка идет. Ага. Ну, смотри-ка, что подошел. Подошел шарманишкой. Неплохое что-то идет. Подъем-то такой был прям вообще. Ух ты, вон не хочет заходить. Опа! Вот он, красавец. Ух ты! Прыткий какой! Не шуми. Все, ты попался. Начался экшен. Держу палатку головой. Вообще порывы прям дурные начались. Ходуном порой прям ходит так вот. Полосатый прям замучил. Я уж и мормышки на дно прям опустил. Все равно тыкает. Сволочь.
делает. Как подлещик отойдет, сразу начинает полосатый долбить. Убрал вторую, а то прям невозможно. Полосатый мотыля сжирает. Они прям мешают друг другу. Так, хоть с одной поспокойней. Что я могу сказать? Клев стих. Время к обеду. Клев стих. Рыбка ходит, питается. Сейчас опустил самосвал один с сыпучкой. Подлещик кушает. Также и сорога на дне появилась. Но брать не хотят. Сижу еще чуть-чуть, да буду собираться. Опа. Кто там такой? Ну или сорога. Ага. Ух ты. Это сорожка. Чуть вся облезлая. Много-много рыбы с селитером. Так вот. Даже в камеру смотришь. Некоторые, может, скажут, что это икра. Нет, это не икра. Больно сильно надутый живот. Поэтому с полводы здесь ловить опасно. Если только уклейку. Ну, уклейку как-то странно она здесь себя ведет. То она прям на русле стоит косяком, то ее там нету. Вот он подъем. Это полосатый. Ну что ж, подошла к концу очередная рыбалка. Невозможно стало уже сидеть. Я не знаю, без палатки бы, наверное, меня бы вообще ненадолго хватило. Ну и в палатке тоже не очень приятно, когда тебя вот так вот шатает. Да ну и клевать бросило вообще. Вот прям где-то с час уже точно. Прям тишина. Полосатые объедают мормышку и все. Улов хоть и небольшой, но для таких условий, для такой погоды, я думаю, отлично.